Я вроде бы как успел сюда приехать к рассвету. Вообще, я думаю, что я попал в это кафе слегка нелегально. И сейчас мы пойдем в маленький поход. Ты ходишь, ты занимаешься спортом, ты отдыхаешь, встречаешься с друзьями. Блин, теперь рука вся черная. Что не сделаешь ради контента. Так, ребята, по неожиданному стечению обстоятельств я встретил здесь русского парня. Привет, друзья! Доброе утро всем! С вами, как всегда, Сергей. Не смотрите на мой голос, я просто только что встал. Сейчас 4 часа 20 минут, и через 30 минут я поеду искать облака. Да, сегодня у меня будет охота на облака, посмотрим, если получится найти. А заодно мы сходим в небольшой поход. Посмотрим, что из этого получится. Я вот сейчас допью кофе, и мы скоро поедем. Ну что, вы готовы? Я не готов, но надеюсь, вы готовы. Поехали. Ну что, друзья, я вроде бы как успел сюда приехать к рассвету. Я знаю, для вас это была секунда, но для меня это были 1 час, я думаю. Вот. И отсюда открывается вот такой прекрасный вид. Это одна из самых высоких точек Далата. Вот. И я пришел в это кафе, оно еще не открылось, но очень-очень крутой вид. Поймал ли я облака? К сожалению, нет. Вы видите, там есть маленькие вот облака здесь, и там чуть-чуть тоже, да, но ничего особенного. Нет так много облаков, как было вчера. Я думаю, что нужно обычно приходить в такие дни, когда был дождь, да, несколько дней, и потом на следующий день должно быть солнце. Как правило, в такие случаи бывает много облаков. Ну, я думаю, что это тоже довольно красивый рассвет. Вот, видите, такая большая, длинная линия горизонта. И вот там вдалеке, я не знаю, если вы видите или нет, находятся ветряки. То есть это такие, как сказать, ветер. Вы знаете, да, что такое ветер? И ветряки такие большие штуки, которые с помощью ветра создают энергию. Такие пропеллеры. Вот. Да, и довольно классный вид отсюда открывается. Единственная проблема, было бы классно, если бы не было шума машин проезжающих. Как вы можете слышать, внизу там находится хайвей. Вот там, да, видите? Вот. Поэтому без этого было бы вообще класс. Но мы посидим пока здесь, подождем рассвета и поснимаем все вокруг. Вообще, я думаю, что я попал в это кафе слегка нелегально, потому что там не было закрыто, но тут никого еще нет, и кажется, как будто бы оно еще закрыто. Вот. И я не знаю, если здесь можно быть, но здесь очень красиво. Много цветов, как вы видите, абсолютно разные цветы. Я не эксперт в цветах, но очень классное место. Я думаю, что если вы приедете в Далат, то это хорошее место, чтобы попить кофе, посмотреть на красивый открывающийся вид, да, и просто расслабиться. Да, главное приехать в нужный момент, чтобы поймать облака. Сегодня мы их
чуть-чуть поймали, но все равно довольно красиво. Вообще, как настоящий русский, я взял с собой чай. Конечно, я приготовил, у меня есть термос. Проблема в том, что в моем термосе нету кружки. И я снова, как настоящий Сергей, забыл свою кружку. Так что пока буду просто наслаждаться свежим воздухом. И, может быть, потом найду где-нибудь себе стаканчик, чтобы можно было из него пить. Но вообще, чем мне нравится Далат, то что здесь есть бесчисленное количество разных крутых мест, из которых можно смотреть на прекрасные другие места. То есть открывается очень классный вид. И это место, это не какое-то одно особенное. Я думаю, таких классных мест очень много. Поэтому, да, то, что здесь холодно, меня ни капли не смущает. Вот так хорошо сидеть одному, смотреть на рассвет, слушать пение птиц, жужжание моторов, автомобилей и то, как вертятся эти ветряки, и создается энергия. Прямо чувствую такой индустриальный настрой, так, ох, вот это жизнь! Это просто настоящий солар-панк. Ну, конечно, моторы там внизу, они не на солнечной батарее, хотя многие, да, многие очень даже на солнечной. Вот. Что интересно, я когда сюда ехал, я думал, что я сюда не доеду, потому что я забыл заправить мой мотоцикл, поэтому мне вот просто чуть-чуть остается бензина, прежде чем мы пойдем в поход. Нам нужно будет быстренько съездить на заправку, заправиться, и потом уже можно будет спокойно гулять. Кстати, если вы еще не подписались, быстренько подпишитесь, а то что я вот так просто бегаю, с утра рано встаю, и вы даже не подписаны, и лайк не поставили, давайте быстренько. Конечно, моя камера не передает красоты всего рассвета, и рассвет именно над ветряками, это просто потрясающе, как они светятся, как будто бы такой, знаете, восход светлого будущего. Ну что, друзья, солнце взошло, и я думаю, что нам пора отправляться в наш утренний поход, нашу утреннюю прогулку, потому что тут уже, в принципе, ловить нечего, а ведь недалеко отсюда есть очень красивый лес, где можно классно дышать сосновыми елками, нет, сосновыми иголками, наслаждаться красивыми видами. Так что давайте, поехали уже. Но сначала, как я сказал, не забудем заправиться.
Ну вот, друзья, мы немного отъехали от города, и сейчас мы пойдем в маленький поход. Я говорю поход в кавычках, потому что, ну да, это как бы поход, конечно, но настоящим походом я бы его не назвал. То есть это просто такая прогулка по ближайшему лесу, недалеко от Далата. Но, тем не менее, это очень классная стартовая, так сказать, позиция, стартовый маршрут для тех, кто еще не очень готов к большим и серьезным походам. Поэтому это также отлично подходит для нашего формата, чтобы я совсем не выдохся и не говорил с вами вот так. Да, так что пока я еще даже весьма не запыхался, поэтому могу вам спокойно все рассказывать. Вообще это место называется, так сказать, холмом любви. У нас в Иркутской области, недалеко от Байкала, есть место, называется Аршан. Я говорил о нем в моем прошлом видео, когда говорил о бурятах. И там место называется Пик Любви. Но чтобы подняться на Пик Любви там, нужно очень сильно устать. Это очень непростой подъем. Ну а здесь этот холм любви, действительно, это не пик, это не гора, это просто маленький холм. Это очень легко и быстро. Вы увидите его сейчас. Вообще, конечно, ходить в походы, я считаю, это самый лучший вид спорта. Ты ходишь, ты занимаешься спортом, ты отдыхаешь, встречаешься с друзьями. Ну и такие соло-походы тоже неплохая вещь, так сказать. Вот, потому что ты можешь в любой момент остановиться, сколько хочешь времени сидеть, отдыхать. Никто тебе не хозяин. Ты сам себе хозяин. Я извиняюсь, друзья, мне от свежего воздуха всякая фигня лезет в голову. Так что, если я ухожу куда-то не в ту сторону, прошу прощения. Это не моя вина. Это все свежий воздух. Вот мы и поднялись на местный холм любви. Как вы видите, сильно ничего особенного, просто небольшой холмик. Вот. Я думаю, что иногда сюда приходят люди, они ставят здесь палатки, они разводят здесь костер и устраивают такой маленький кемпинг. Но мне кажется, что кемпить на холме – это, конечно, красивая идея, но по факту будет очень ветрено и холодно. Так что лучше сидеть где-то в низине, в такую погоду, как минимум. Вообще сейчас ходить в походы, конечно, самое то, потому что сейчас сухой сезон, то есть ты можешь почти любой день выбрать, и ты будешь уверен, что не будет дождя, будет комфортно, а особенно с утра, так вообще кайф, потому что температура довольно низкая, поэтому можно активно ходить, и тебе не будет жарко. Да даже днем, недавно мы ходили, я думаю, пару недель назад, в другой поход, более длинный, 15 километров. И мы ходили вот в полдень, прям в полдень. И как бы, да, конечно, в штанах было немного жарко, но надев шорты и футболку, я чувствовал себя прекрасно. Хоть и немного вспотел, но потом мы сели под деревом, и у нас был такой маленький пикник. Было круто. Единственное, о чем, может быть, я упоминал уже несколько раз, по крайней мере, я рассказывал моим студентам, это время, вот в Далате, по крайней мере, чем нехорошо, то что люди жгут лес. Сейчас я вам покажу. Видите, здесь трава была сожжена,
Поэтому сейчас здесь сплошная зола. Да? А для чего люди это делают? Ну, как говорят, это превентивные пожары. Потому что когда будет очень сухой сезон, то может случиться реальный пожар. Поэтому они как бы контролируют это с одной стороны. С другой стороны, люди говорят, что делают это для того, чтобы трава росла лучше, чтобы деревья были здоровее. Да? То есть это, как сказать, удобряет землю. Блин, теперь рука вся черная. Вообще, я хочу купить себе маленький дрон, чтобы можно было запускать его здесь и показывать вам еще более красивые виды. Если вы хотите помочь мне в этом, как бы не обязательно, но вдруг, если есть желание, то можете перейти на Ko-fi, да, или Buy Me a Coffee, там у меня есть 2 платформы, и можете купить мне чашечку кофе, которая пойдет в фонд покупки маленького дрона. Вот. У меня, в принципе, уже все оборудование есть, но вот дрона еще нет. Опять же, вот, хотел сказать спасибо всем, кто помог купить эту камеру. Теперь я могу спокойно так ходить, гулять и показывать вам все, что здесь происходит. Сейчас я слышу какую-то необычную птицу. Не знаю, если вы ее услышите, но у нее очень прикольный звук. Я буду аккуратно идти, чтобы ее не спугнуть. Ну давай, птичка, говори. Давай, давай. Слышали? Прикольная. Не знаю, кто это. Если вы эксперт в птицах, то напишите. Вообще, конечно, у меня хобби на старость такое, знаете, я хочу быть, как это по-русски, бёрдвотчером. Хочу ходить в разные места и, как сказать, да, снимать, фотографировать птиц и записывать в блокнотик, каких птиц я уже видел, а каких еще нет. Сейчас у меня нет времени на это скрупулезное хобби, но на старость лет, я думаю, почему бы и нет. Я, честно говоря, здесь уже 1 раз ходил, и я не знаю, почему здесь есть сетка. Не сетка, как сказать, по-русски мы называем это рабица. Да, как забор, да, вот такая колючая проволока, вот как это называется, вспомнил, да, и в прошлый раз здесь было открыто, но сейчас здесь закрыто, но мы все равно проберемся туда и посмотрим, что там происходит. Не знаю, почему это закрыто, уж простят меня все люди, кто сделал эту сетку, что не сделаешь ради контента. Окей, все, мы пробрались. Так, опять попали куда-то нелегально. Ну, Сергей, ты даешь. Совсем распоясался. Обычно я очень законопослушный гражданин, так-то. Вы знаете, я не люблю нарушать законы. Это как бы минус карме. Но когда люди ставят вот такие заборы просто посреди леса, и нет никакой разницы, и это также общественная территория, у меня это вызывает, наоборот, бунт. Я говорю, почему? Вы что, хотите построить здесь свой отель? Но вроде бы пока ничего нет, просто забор, лес, как и всегда. Поэтому на такие запреты я иногда, так сказать, могу посмотреть в сторону. Хотя, в общем, не одобряю. Нужно быть законопослушным гражданином. В общих чертах, так сказать, в рамках разумного. Так, ну я думаю, что мы прошли уже примерно полпути. Можно выпить немножко водички. Но до пикника еще пока рано. Пока мы спускаемся вниз, и потом мы снова будем подниматься вверх.
И там уже в самом конце мы немножко отдохнем, если будет время, и батарея, и память на карте. Именно в этом походе нет каких-то офигенных видов, чем классен именно этот маршрут. Опять же, как я сказал, он не сложный, недалеко от города, и здесь довольно тихо. Нет людей, нет мотоциклов, потому что недалеко от моего дома, я думал сегодня там снимать видео. Проблема в том, что там часто люди, фермеры, они садят разные вещи на горе, я вам еще покажу. Но получается, они часто ездят на мотоциклах, поэтому нужно выбирать какое-то конкретное время, когда их там нет, иначе это будет немного шумно. А здесь только ты и природа. Круто, да? Находясь здесь, для меня это, можно сказать, самое близкое приближение к моей родине, к Иркутску, к Сибири. Безусловно, это не 100% тот же климат, но тем не менее, когда я подхожу к елкам, к соснам, когда я могу вздохнуть полной грудью, то это, так сказать, триггерит определенные позитивные, как это мы говорим, сенсоры, да, в моем теле, мои воспоминания. И да, я чувствую себя очень счастливым, потому что скучаю по моей семье, по моему дому, по моему родному краю. Не знаю, когда смогу вернуться, но пока это здесь мой дом. И, честно говоря, мне он очень нравится. Вот мы уже спустились с нашего похода, с нашей первой части, я бы сказал. Да. И сейчас я, скорее всего, буду быстро подниматься обратно. Так, у меня закончилась память, я быстренько удалил какие-то старые видео. Вот. Хотел сказать, что сейчас быстренько... малыши прибежали. Здрасте, здрасте, маленькие. Маленькие малыши. Здравствуйте. Hello. Все нормально? Все, это ваши малыши? Ну, это хозяйки этого здания, но ее сейчас нету. Понятно. Вы здесь живете? Да. Живу, помогаю чуть-чуть. Прикольно. Ути, маленький какой. Ути-тю какой. Ути, какой смешной. Как зовут вас? Меня зовут Ваня. Сергей. Сергей, приятно. Очень приятно. А вы давно живете здесь? Это месяцок. Можно? В Вьетнаме где-то это почти 2 года. Понятно. А можно у вас быстренько маленькое интервью взять? Да. Я канал делаю для людей, которые изучают русский. И так интересно получилось, что с вами встретился, поэтому будет прикольно спросить вас пару вопросов. А можно я сначала спрошу, кто изучает русский? Вообще кто угодно, да? То есть вообще любые изучающие русский? Да, люди в мире. Просто, да, у меня большинство иностранцев, они на самом деле из Америки, из Европы. Вот, да. И это YouTube канал, да? Да, да. Можете посмотреть, да, называется Сергей Storyteller. Да. Так, ребята, по неожиданному стечению обстоятельств я встретил здесь русского парня. Сейчас мы узнаем, как он здесь оказался и что он здесь делает. Итак, представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Ваня. Да, я родился в Москве, почти всю жизнь там прожил. А когда война началась, уехал, по многим странам пожил. Ну, соответственно, уже вот с 2022 года не был в Москве. И вот месяц сейчас в Далате живу. Понятно. А почему вот здесь прям я шел вдоль дороги, и, казалось бы, здесь просто ничего, здесь продают клубнику. А вы тоже продаете клубнику? Чуть-чуть помогаю с этим, да. Вообще это... Не то чтобы вообще, чем я люблю заниматься, мягко говоря. Да. И почему, как я здесь оказался? Ну, просто в какой-то момент решил посетить Далат. Потом
решил автостопом добраться до города Гантум, который рядом с границей с Лаосом. Вот. И так получилось, что я здесь пошел, вот, познакомился с хозяйкой этого заведения. Вот. И она меня через месяц после нашего знакомства пригласила: давай, может, ты здесь поживешь? Я такой: а что, приключения, давай. Класс. Очень, очень круто, очень круто. А чем занимался... Можно на «ты»? Да, конечно. Да, Ваня, а чем ты занимался раньше в Москве? Я 6 лет работал IT-саппортом, там, компьютер починить туда-сюда, в Роскосмосе. Потом, когда узнал, что моя компания была связана с войной в Сирии, я решил уволиться. И с тех пор начал английский преподавать 1 на 1. Не то чтобы там школьникам, в основном взрослым людям. Да, и вот до сих пор преподаю, не очень много учеников, денег едва-едва, ну, как-то вытягиваю, выживаю. Понятно. Ну, что, желаю удачи. Спасибо. И надеюсь, что еще встретимся. Да. Да, вам тоже удачи, удачи развития вашему каналу. Всем вашим подписчикам привет. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо. Вот, друзья, для вас прошло всего несколько минут. Я, можно сказать, за 20 минут быстренько поднялся обратно на этот холм. Сейчас отсюда я вижу озеро, но я не знаю, если вы увидите отсюда, его не очень сильно видно. В следующий раз я поднимусь на гору, вид с которой открывается прямо на озеро. Вот, да, чай, я думаю, я так и не смогу попить сейчас. Все еще слишком горячий. Ну-ка. А нет, можно потихоньку пить. Вот так. Да, но... Да, в целом поход, мне кажется, удался неплохой. Познакомился с Иваном. Конечно же, пригласил его играть в настольные игры. Да. Ну, еще раз, друзья, спасибо, что смотрели мое видео. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Пишите, если хотите видеть больше таких влогов. Начинается музыка новогодняя. Скоро будет Вьетнам. Скоро будет Новый год во Вьетнаме. Поздравляю всех тоже с наступающим лунным Новым годом. И желаю всего хорошего. Спасибо всем моим патронам на Патреоне. Особенно таким, как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Андрея, Холли, Майкл, Брюс Ли и Вера. Благодарю вас. Всем пока-пока!